Дорогие друзья, приветствую вас на канале Food Court. И сегодня я для вас подготовил прекрасный рецепт сырокопченая колбаска брауншвейгская. Это давно известный всеми любимый бренд, это марка колбасы, которую знают очень многие и очень любят. Вот такую замечательную колбаску можно приготовить дома своими руками в обычном холодильнике. Для приготовления фарша я буду использовать два вида мяса. Это говядина высшего сорта, также у меня будет свинина нежирная и хребтовый шпик, свиное сало. Точный расчет мяса на 1 кг фарша вы найдете в описании под этим видео. А я начну с говядины. Необходимо ее порезать под мясорубку. Вот такими небольшими кусочками размером 2 на 3 сантиметра. Это позволит провести качественный предварительный посол. И потом будет удобно работать с этим мясом, пропуская его через мясорубку. Друзья, пока тут я нарезаю говядину, у вас точно есть несколько секунд времени нажать на кнопочку лайк. Там есть такая кнопочка, пальчик вверх. Нажмите, пожалуйста, эту кнопочку. Это поможет YouTube понять, что это видео можно выдавать в рекомендованные и показать другим людям. Для предварительного посола брауншвейгской колбасы я использую только нитритную соль и сахар. Нитритная соль с содержанием нитрита натрия 0,6%, 28 грамм на 1 килограмм мяса и 2 грамма сахара на 1 килограмм мяса. Тщательно вмешиваю соль, чтобы на каждый кусочек досталась своя порция соли. Равномерно распределяя соль по всему мясу. После внесения посолочной смеси я упаковал говядину в вакуумный пакет и отправлю на предварительный посол в холодильник сроком на 2 недели, 14 дней, при температуре 2-4 градуса. На следующем этапе я подготовлю таким же образом свинину. В брауншвейгскую колбасу идет свинина высшего сорта, нежирная. Это лопатка. Друзья, пока я нарезаю свинину под мясорубку, у вас есть еще одна возможность поставить лайк под этим видео. Нажмите на этот пальчик вверх. Скажите YouTube, что это видео можно выдать в рекомендованные и показать другим людям. Нарезав свинину под мясорубку, я таким же образом вношу нитритную соль из расчета 28 грамм и 2 грамма сахара на 1 килограмм мяса. После посола я упаковываю свинину в вакуумный пакет и отправляю его в холодильник на 2 недели при температуре 2-4 градуса. Итак, 2 недели позади. Мясо просолилось в вакууме, я его подморозил и сейчас буду перекручивать на мясорубке. Мясо я буду перекручивать 2 раза. И первый раз я пропускаю говядину через мясорубку с решеткой диаметром 5 мм. Мясо хорошо подморожено. Оно хорошо режется, не давится, а именно режется. Это мне позволит пропустить мясо еще раз через более мелкую решетку. Вот таким образом я упаковываю
первый раз перекрученный фарш в zip-пакет и слегка подмораживаю его. Вот в таком виде я отправлю сейчас фарш говядины еще на 1 час в морозильную камеру. Теперь пришла очередь разобраться с мясом свинины. Оно также 2 недели прошло предварительный посол, я его слегка подморозил и сейчас пропущу его первый раз на мясорубке с решеткой 5 мм. Пока у нас фарш подмораживается, я приступлю к подготовке свиного шпика. В колбасе брауншвейгской используется именно свиной шпик. Это спинная часть свиного сала, тугоплавкое. Сало необходимо взять из расчета 200 грамм на 1 килограмм мяса. И теперь я нарежу его мелким кубиком. Сало я предварительно подготовил, подморозил. И вот теперь я буду нарезать вот на такие полоски. А потом я нарежу эти полоски примерно размером 4 на 5 миллиметров, 3 на 4 миллиметра. Вот такое мелкое зерно я бы хотел получить в рисунке этой колбасы. Далее, для того, чтобы сало не осалилось, не размазалось в процессе перемешивания фарша и хорошо держалось в структуре колбасы, я нарезанное мелкими кубиками сало ошпариваю горячей водой. После этого я сало заморожу и каждые 5 минут буду тщательно его перемешивать в морозилке, чтобы оно у меня не слипалось комочками, а было рассыпчатым. Вот в таком виде, промытое кипятком горячей водой сало, у меня сейчас отправится в холодильник. И примерно за пару часов я его подморожу. Теперь я приступаю к составлению фарша. Подмороженную свинину и говядину я перекрутил на мясорубке еще раз с решеткой диаметром 3 мм. И сейчас мы соберем это все в единое целое. Специи. Я добавляю их в нежирное сырье. В составе специй: перец черный молотый 3 грамма на 1 килограмм, паприка 2 грамма, имбирь полграмма на килограмм, кардамон полграмма и 0,5 грамма аскорбата натрия, антикислителя жира, и 10 миллилитров коньяка на 1 килограмм фарша. Подробную граммовку специй вы найдете в описании к этому видео. Смешав специи с говядиной, я добавляю свиной фарш. Свинину я также пропустил второй раз через мясорубку с решеткой 3 мм. Все тщательно вымешиваю. Смешав свиной и говяжий фарши, я добавляю подмороженный шпик. Чтобы шпик равномерно распределился в массе фарша, я добавляю его частями и аккуратно, тщательно вымешиваю. Теперь пришло время набить колбасную оболочку нашим фаршем. Я использую оболочку iCell. Это специальная оболочка полимерная для сыровяленой колбас. Диаметр оболочки 45 мм. Я нарезал ее кусочками по 40 сантиметров. Для набивки колбасы я использую вертикальный шприц колбасный. У меня он
на 5 литров. Если у вас нет колбасного шприца, вы можете использовать мясорубку со специальной насадкой для набивки колбас. Итак, мои батончики с брауншвейгской набиты. И теперь они отправятся худеть и терять вес в холодильник при температуре 6-8 градусов. Итак, друзья, прошло 41 день. Колбаска потеряла в весе 38-39% до 40%. За это время брауншвейгская колбаска прошла дважды холодное копчение. Первое санитарное копчение я провел через неделю, 5-6 часов при температуре 26 градусов. И через 5 недель я еще раз провел холодное копчение в течение 5-6 часов при температуре 26-28 градусов. Коптил я обычным дымогенератором улитка ленточного типа. В опилке были у меня ольха. Колбаска плотная, ровная, хорошо прорисовался свиной шпик. Сейчас я разрежу небольшой батончик и посмотрим, что у нас в результате. Колбаска получилась вполне прекрасная, но учитывая то, что она вялилась и теряла влагу в обычном холодильнике без идеальных условий, как в климатической камере, образовался закал. Для того, чтобы это исправить, я запакую колбаску в вакуумную упаковку и отправлю в холодильник еще на 2 недели. Вот так вот запаковано. 12-14 дней, влага распределится. Я думаю, что закала здесь не будет. Ну и через пару недель мы начнем ее пробовать. Ну что, друзья, прошло еще 2 недели. Колбаска отлежала в вакууме в холодильнике при температуре 6-8 градусов. И сейчас мы вскроем и попробуем, что у нас получилось в результате. За прошедшие 2 недели вы точно уже поставили лайк этому видео и подписались на канал Food Court. Смотрите, какой получился прекрасный результат. Колбаска имеет совсем другой вид. Вот что делает волшебный вакуум. Закала нет. Рисунок получился классический, идеальный. Консистенция плотная, ровная. Идеальная брауншвейгская колбаска. Друзья, мне потребовалось более чем 2,5 месяца, чтобы получить такой результат. А вам потребуется всего 2 секунды, чтобы подписаться на мой канал, поставить лайк, поделиться этим видео в социальных сетях. Напишите пару слов в комментариях. Понравился ли вам этот рецепт? Я отвечу на все ваши вопросы. Буду искренне рад общению с вами. Оставайтесь на канале Food Court. Будет много вкусного и интересного.